Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам предлагаю научиться готовить соус голонез. Это один из универсальных и простых соусов, который очень хорошо сочетается с блюдами из рыбы, морепродуктов и, конечно же, овощей. А также это неизменный ингредиент такого блюда, как яйцо Бенедикт. И сегодня в конце видео вы увидите, как приготовить мою версию яйца Бенедикт. Это будет более мною любимая версия. Итак, пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Начнем мы с приготовления соуса голонез. Полный список ингредиентов вы найдете, как всегда, в описании к видео. Нам потребуется 4 желтка. Аккуратно отделите их. Белки, в свою очередь, не выкидывайте. Соберите их в емкость, и вы их можете в последующем использовать. Например, для миндального печенья амаретти. Ссылку на рецепт я повешу в верхнем правом углу. Также нам понадобится металлическая глубокая емкость для того, чтобы готовить соус на водяной бане. В нее мы выкладываем желтки и выжимаем сок из половины крупного мандарина. В классическом рецепте используется сок половины лимона, но мне нравится использовать мандарин, потому что он дает более нежный вкус. Если у вас попали косточки, естественно, их нужно будет убрать. Сейчас добавляем соль и сахар по 0,5 чайной ложки. Далее добавляем 30 мл белого сухого вина. В классическом рецепте используется вода. Но, как вы понимаете, вино придает этому соусу более утонченный вкус. Активно перемешиваем все ингредиенты. Теперь ставим чашу на водяную баню и продолжаем активно мешать. По мере нагревания соуса он будет приобретать все более густую консистенцию. Не переставайте помешивать. Вам нужно постараться не перегревать соус, потому что иначе желток может свернуться и консистенция будет не совсем та, которая нам требуется. Для этого вода в кастрюле должна не сильно кипеть, и вы можете периодически поднимать и убирать чашу с огня, чтобы она не перегревалась. Но если вы перегрели соус, его все еще можно спасти. Держите под рукой всегда миску с ледяной водой, в которую вы быстро можете опустить миску с соусом, перемешать и охладить его. А я перехожу к следующему этапу. Яичная смесь у меня уже немного загустела, и я начинаю добавлять порционно топленое масло. Или вы можете использовать также масло ги. Обязательно на каждом этапе хорошо перемешивайте соус. Приготовление соуса занимает всего несколько минут. Когда вы будете вливать последнюю порцию масла, вы заметите, что консистенция изменится. Соус будет более густой и блестящий. Соус готов. Теперь эту миску я перемещаю в другую емкость с ледяной водой, чтобы остановить процесс приготовления. И хорошо перемешиваю. Этот соус всегда подается теплым, поэтому обязательно готовьте его перед подачей блюда. Либо же вы можете его сохранить, перелив в емкость, которая может держать температуру, например, термос. На данном этапе попробуйте соус на вкус. Возможно, вам нужно будет добавить немного соли или несколько капель лимонного сока, либо мандаринового сока. Далее добавляем пол чайной ложки кайенского перца и белый перец свежемолотый по вкусу. Кайенский перец в этом соусе придает небольшие нотки пикантности, не создавая остроты, а белый перец создает очень интересный аромат. Соус готов к подаче. Теперь давайте приготовим мою версию яйца Бенедикт. Для этого нам потребуется цельнозерновой хлебушек на закваске. Отрезаем кусочки и подсушиваем в тостере. Ссылку на рецепт этого хлеба вы увидите в правом углу экрана.
Также нам потребуется слабосоленое филе лосося или форели, которое нужно будет нарезать порционными кусочками. Хлеб уже поджарился в тостере, пахнет потрясающе и очень хрустящий. Выкладываем на тарелку. И теперь нам нужно сварить яйцо пашот. Для этого мы добавляем чайную ложку соли в горячую воду. Также добавляем 3 столовых ложки уксуса яблочного и доводим воду до кипения. Вода не должна активно кипеть. Создаем воронку и вливаем в центр воронки яйцо. Засекайте время. Ровно через 3 минуты яйцо пашот будет готово. Если говорить о классическом рецепте блюда яйцо бенедикт, то там используются булочки, английские маффины, которые поджариваются в тостере либо на сковороде. Далее выкладывается поджаренная ветчина и также яйцо пашот, а сверху поливается соусом голландез. Поэтому вы можете попробовать и этот рецепт в том числе. А в свою очередь хочу добавить, что после того, как вы сварили одно яйцо пашот, следом вы можете в этой воде спокойно варить последующие яйца, и они также будут хорошо приготовлены. Вот, посмотрите, какое красивое. Обязательно яйца перекладывайте в холодную воду, для того, чтобы остановить процесс приготовления. Чтобы придать более опрятную округлую форму, вы можете обрезать лишние белковые нити. Но мне мои яйца пашот вполне нравятся. Также нам понадобится, конечно, спелое авокадо. Удаляем косточку и нарезаем небольшими кусочками. Итак, собираем наше блюдо. На поджаренный тост выкладываем авокадо. Морская соль и свежемолотый белый перец. Выкладываем кусочки слабосоленого лосося. Сверху яйцо пашот, соль, свежемолотый перец. И, конечно же, финальный аккорд – наш потрясающий соус голландез. Сверху можете присыпать копченой либо обычной паприкой и также добавить немного зеленого лука. Это моя healthy версия яйца бенедикт. Это блюдо невероятно вкусное и очень полезное. Приятного вам аппетита!